Unnerving Image, или же на наш русский лад нервирующее изображение. Очень известный в современном интернете феномен, обозначающий собой картинки того или иного содержания с монстрякой, вызывающие неприязнь исключительно внешним видом и атмосферой. Конечно, монстр далеко не всегда обязательная часть изображения этого жанра, но, как по мне, то тогда это уже скорее проклятые картинки, а не нервирующие. Мне этот жанр нравился всегда со времен самого его зарождения. Однако сегодня у микрофона Трикстер, и мне бы хотелось немного напомнить о том человеке, чье влияние на него и на общую интернет-культуру, как по мне, сохранится еще ой как надолго. Треворе Хендерсоне. Тревор Хендерсон – канадский художник, что очень любит создавать изображения в самом что ни на есть сюрреалистичном стиле. Его самые известные работы, такие как, например, Siren Head, Cartoon Cat или Long Horse, знает, наверное, каждый третий пользователь интернета. Изначально Тревор не стремился за популярностью, да и вроде бы не стремится и по сей день, но аудитория сделала из его постов отдельный впоследствии жанр. Ранее, если кто-то еще помнит интернет, когда он только зарождался, в частности YouTube, крипипаста была очень большой субкультурой того времени, сочетающей в себе разные фандомы, где люди могли спокойно обсудить все, что было связано с их любимыми авторами хоррор-произведений. Тревор же сильно выделился лишь гораздо позднее, в 2018 году. Именно тогда «Сиреноголовый» набрал дикую популярность и принес автору славу, о которой он наверняка даже не мечтал. Меня очень сильно завлекают работы Тревора своим подходом, в некотором смысле напоминающим мне то, как Скотт Коултон подходил к созданию своей самой первой части легендарной франшизы Five Nights at Freddy's. Его картинки не несут в себе большой содержательной части, часто оставляя наблюдающего один на один с мыслями, которые вызывает его рисунок. Почти всегда мы получаем исключительно условия, в которых живет создание и его внешний вид. И только изредка сам Тревор разъясняет некоторые моменты в поведении своих монстров. Такой подход, как по мне, очень надолго уложился в интернет-пространстве, и Тревор явно перегнал свое время. Ведь если задуматься, то в чем конкретно суть его индивидуальности? Сюрреалистичный стиль, напоминающий жанр найденной пленки, с добавлением в, казалось бы, обыденные вещи неестественных существ, что пришли как будто не из нашего мира. А теперь давайте взглянем, что было популярно на Ютубе всего-то пару лет назад, уже после популярности его творений. Эффект Манделы, FNAF ВХС, Backrooms и многое другое, что затрагивает простейшие уголки нашего сознания. Я не могу с точностью заявить, что именно Тревор повлиял на нынешнюю интернет-культуру, поскольку переоценить влияние одного человека – это очень легкое дело. Но нахожу интересным тот факт, что тренд на простоту и сюрреализм, заложенный еще в далеком 2018 году, выстрелил исключительно спустя время. Мне нравится Тревор как автор. Его работы по сей день интересно пересматривать и додумывать, особенно учитывая то, что мы знаем о них крайне мало. Но из тех крупиц, что у нас есть, можно действительно сложить небольшую часть пазла. Этим небольшим роликом я не хотел оскорбить кого-либо из нынешних создателей чего угодно в жанре хоррор. Отнюдь нет. Просто мне искренне нравится то, как Хендерсон изображает свое творчество и преподносит его людям. Не зря я его сравнил с первой частью ФНАФа, ведь она аналогична тому, как вышеупомянутые тренды вышли позднее рисунков Тревора, вышла раньше самого Тревора. Скотт первой частью тоже оставлял мало ответов и жал исключительно на простоту своих дизайнов и неестественно жуткую атмосферу, привычного всем ресторана. При этом всем как бы не давила атмосфера в обоих творениях, что Тревор, что Скотт создали произведения, работающие самостоятельно, которые хоть и берут очень большой своей частью атмосферы вокруг самого места. Однако отрицать то, что именно аниматроники и пугающие твари играют центральную роль в их произведениях, будет только глупец. Оба эти творца сделали воистину шедевральные вещи в рамках своего жанра и вдохновили многих людей на создание своего творчества. Но многие часто в погоне постичь необъятное забывают главный фактор, сделавший их творчество медийно успешным. Хоррор – это уникальное и личное явление, работающее для всех по-своему. И лучше всего получается напугать человека не какими-то абстракциями и понятиями, а простейшими страхами, лежащими глубоко в нашей душе.